Добрый вечер, с вами Мангафил, и это Маньху Рада Жизни, 61 глава. Хочу сказать спасибо за 800 подписчиков. Будем двигаться дальше. Давайте. На банкете соберутся сотни чиновников. Наверняка без скрытых мотивов наших врагов не обойдется. Думаю, это мероприятие не пройдет мирно. Джулу и Ян Джухай. Было подтверждено, что Мухань тоже придет. Мухань? Он мастер литературных кругов в Северной Ци. Должно быть, приехать ему к нам не так уж и просто. Я выманю Сысяня, а ты украдешь ключ из спальни вдовущей императрицы. Да-да. Но есть проблема, я не знаю, где она его прячет. Под ее подушкой есть тайник. Он наверняка там. А ты откуда знаешь? Она перевернулась во сне, и я посмотрел. Хорошо. Последний кусочек головоломки. Вы здесь, чтобы отдохнуть или людей убивать? Для практикующих мастеров боевое искусство нормально носить с собой оружие. И как порядочный человек мог принести с собой такое? Ничего, Фансянь, наступит день, и ты... Прошу прощения, я плохо его воспитал. Прибыл второй принц. Ли Чэнзе, второй принц. Фансянь, наконец-то я встретился с тобой лично. Думаю, мне стоило положиться более усилий и помочь тебе в суде. Благодарю, ваше высочество, но лучше бы вы не помогали, не стоит. Прибыл принц. Ваше высочество. Фансянь, ты хорошо поработал. В следующий раз я устрою банкет в твою честь. Хе-хе. Но я первым его пригласил, я. Прошу, помогите мне кто-нибудь. А это кто? Почему он вошел во дворец с мечом? Этот человек, Юнь Джилань, никогда не оставляет свой меч. Его Величество разрешил, он исключение. Так вот в чем дело. Те две наемницы наверняка его ученицы. Посмотрел на меня, но он ведь не станет ничего со мной делать при таком количестве народу. Господин, Джоан здесь. Джоан Мохань. Здравствуйте, господин Джоан. Здравствуйте, господин Джоан. Джоан Мохань. Человек номер один в мире современной литературы. Идол для многих ученых музеев. Это человек, что по силе сравнен с императором. У меня плохое предчувствие. Его Величество прибыл, императрица прибыла. Да здравствует Его Величество, да здравствует Его Величество. Приветствую. Начнем банкет. Были ли какие-то подозрительные личности? Никого. Мухань принес рулон бумаги для письма и все. Но есть человек по имени Джилань. Он получил разрешение войти во дворец с оружием. Если он направит свой меч на императора, смогут ли его остановить? Евнух Хун во дворце. Хун Цисянь. Фу, хорошо. Господин Фань, вас зовет Его Величество шепотом. Приветствую, Его Величество. Политика и искусство идут по жизни рука об руку. Почему бы не сочинить стихотворение по поводу сегодняшнего праздника? Я только учусь.
Как смеет показать свои скудные навыки перед господином Ханем? Его высочество хочет доказать, что нам нет равных ни по таланту, по силе. Не беспокойся, просто попробуй. После того, как закончишь, покажи свою работу господину Муханю. Подобное опозорит Фансяня на глазах у всех собравшихся. Слушаюсь. Раз уж дело дошло до этого, я могу больше не притворяться. Вино и песня, гармония жизни, она как утерянная роса, которая с каждым днем все холоднее. Помни о щедрости, помни о заботе, как избавить себя от терзаний, просто ждать. Цветок зависти, что расцвел в моем сердце, все, о чем я думаю, это ты. Белый голубь, символ свободы, то, что играет на струнах моей души. Можно ли уловить свободу, яркую, как полная луна? Нет, если не избавиться от тревог. Чем злее ты, тем бесполезнее ты становишься. С твоим образом на сердце я помню о доброте. Звезд и луны, немало и птиц, что летят на юг. Где же оно, мое место в этом мире? Горы не становятся выше, море не становится глубже, весь мир хранит в моем сердце. Прекрасно, чудесно, чудесно. Достойное произведение мастера слова. Это в самом деле хорошее стихотворение. Пусть порой смысл сбивается, но все равно очень хорошее. Для поэта смысл всегда стоит на первом месте. Я не думал, что в наше время еще рождаются настолько талантливые люди. Какое право вы имеете судить Фансяня? Назовите хоть одно стихотворение, которое превосходит его. В ярости. Не будь груб. Прошу, господин Мухань, не обращайте внимания на его слова. Всего пара фраз, и конфликт готов. В ярости. Притворяясь. Самостоятельно, но он такое не решился бы. Наверняка есть кто надоумил. Как ожидалось. Я уже слышал о произведении, благодаря которому господин Фань стал известным в столице. Большинство считает первые строки главными, я же даю предпочтение последним. Жаль только, что написано они были не господином Фанем. Что? Вы хотите сказать, что он их украл? Господин Жуан, не говорите ерунды. И кому же тогда принадлежат эти строки? Откуда в столице появился такой талантливый господин? Еще и так неожиданно. Я знаю, что строчки ему не принадлежат. Разве образ одиночества не слишком странный? Откуда у такого юного парня такие эмоции? Как человек без опыта взлетел и падение мог написать такое? Невозможно создать горе из ничего. Видимо, придется просто подождать и украсть ключ. Получается, если вы это не видели, это не было. А просто признать факт таланта Фансяня вы не можете. Подбрасывать дров в костер. Просто вы плохо меня знаете. Как можно счесть подобные аргументы убедительными, если мы познакомимся сегодня? Разумно. Здравый смысл и закон всегда были в нашей стране на первом месте. Если вы хотите кого-то в чем-то обвинить, вам нужны веские доказательства. Доказательства? Письмо от моего господина достаточно доказательства. Эти строки полностью повторяются. Точно написал Мэн Фань. И эта рукопись появилась намного раньше рукописи господина Ансяня. Раз вы так хороши, почему бы вам не использовать свой талант вместо того, чтобы воровать чужие произведения? Вам нужно подумать над этим, господин Фансянь. Фансянь, здесь все доказательства. Есть что добавить? Господин Жуан, фамилия вашего господина Ду? Нет.
Почему вы задали этот вопрос? Да так, просто спросил. Ваше Величество, Фэнсянь украл эти произведения, что является верхом бесстыдства. Такое произведение позорит звание ученого мужа. Прошу вас, Ваше Величество, лишите его всех званий. Вы изгоните его из столицы, сделайте так, чтобы его никто никогда не взял на работу. Гошао, раз я позорил нашу страну, вы чего прыгаете от радости? Вред, я возмущен, да нельзя. Мне стыдно находиться рядом с тобой. Думаю, все бы хотели узнать, когда вы все это выяснили. Совсем недавно. Тогда почему вы пришли только сейчас? Я слышал, как вы сказали, что хотите лишить меня всего верно. Это правда. Должен сказать, эти двое никогда не ладили между собой. У них есть определенные разногласия, но главное это воровство чужих стихов, и с этим следует разобраться должным образом. Прекрасно. Передал суть одним предложением. Господин, вы сказали, что я скопировал чужие строки. Я удивлен. Почему бы об этом не стало известно ранее? Неужели никто не замечал? Может, я просто вдохновился? Или же меня кто-то пытается подставить? Возможно, что-то в этом есть. Так откуда взялась копия? Быть может, я переписал собственное стихотворение? А вдруг у господина Джоанна есть ученики по всему миру? И в таком случае эта поэзия не может быть защищена от плагиата, верно? Поэзия — голос сердца. У вас мало жизненного опыта. Как вы могли написать такое стихотворение? Поэзия — это то, что требует таланта. Но кто сказал, что я обязан испытать печаль, чтобы ее выразить? Неужели таланта как такового не существует? Сможете ли вы повторить свой успех? И написать о том, чего с вами не происходило? Никогда не поверю в подобное. Думаю, многие согласятся со мной, верно? Что если я смогу? Тогда я просто смирюсь с этим. Я ждал этих слов. Принесите кисть и чернила. Скорее. Быстрее подготовьте все. Прошу. Я не видел, как воды Хуанхэ поднимаются в небо, возвращаясь к своему руслу. Я видел высокую седую гору и сияющее утро, белеющая ночь. Наслаждаюсь собой, сидя под полной луной. Я был рожден с талантом, что поможет мне в беде. И в весенних цветах и в листьях осени я найду свой путь. Я спрашиваю себя, сколько печали я смогу в ней вынести, подобно реке, текущей на восток. Я хочу добраться до дома, позабыв все свои страхи. Наверху там холодно, словно тени, гонимые светом, остаются со мной, и меч холодной сталью приглашает сон в мой дом. И даже вдали от всего я слышу мелодию ласковых струн, что поют над полем боя. И сквозь дерево сливы пройду я, замедлив шаг. И горы и реки страны моей изрезали ее ландшафт. Во мне нет ничего особенного, я такой же, как и все. И в память о городах прошедших сохраню все то, что в сердце несу. 100 уже было. Господин, давно уже за 100 перевалило. Пусть будет так. Господин, смысл этого я объяснять не стану. Запомните, вы не так хороши, как я. Ах. Господин Джоан, вам есть что добавить? Ваше Величество. Господин Джоан. После этого вчера Фэнсянь выйдет на совершенно иную ступень. Раз будет доказано, что Мохань лжет. Его 70-летняя репутация будет уничтожена одним махом. Вдовствующая императрица. Хе-хе.
Кто бы мог подумать, что этот Фансянь настолько талантлив. Перед воротами дома Фансяня. Осторожнее, помедленнее, этот человек настоящее сокровище нашей страны. Не стукните его, оставьте его здесь. И я принесу подушку помягче. После того количества выпивки шея часто затекает. Кстати, что насчет похмельного супчика? Перекусить сейчас будет самым. Предоставьте заботу о брате мне. Хорошо, позаботьтесь о нем. Не буду вас беспокоить. Поговорим завтра. Настоящий план. Попробовать выбраться из столицы, не будучи задержанным. Найти ключ с помощью Фансяня и сделать копию. Пришло время начинать казнь. Я видел все своими собственными глазами, но сам сочинял то стихотворение. Говорят, что при этом был еще и жутко пьян. Закончив стихотворение, он заснул, и его отправили обратно домой. Молодой мистер не справился с миссией. Стоит ли отменить план? Откуда вы здесь взялись? Простите, заблудился. Его превосходительство прибыл сюда 5 дней назад. Я ждал тебя. Это ведь дворец, дитя. Думаю, что тут можно так просто бродить. Брат, помедленней. В одежде, пилюля. Теперь мне пора. Тогда я пойду и передам всем, чтобы тебя сегодня не беспокоили. Ты меня понимаешь с полуслова. Покой королевы матери. Дитя, сейчас не время отвлекаться. Стены дворца настолько высокие, что преодолеть их способен только сильнейший. Простой встречный туда не попадет. Хоть у меня нет сильного тела дядюшки или его духовной силы, для того, чтобы войти, я могу положить только на свою уникальную методику. Нужно сконцентрироваться энергией на кончиках пальцев, превратить в настоящего паука. Я успешно добрался на самый верх. Это королева-мать, самая влиятельная женщина в нашей стране. Она довольно крепко спит. С кражей проблем быть не должно. Отличный шанс. Нашел. Теперь осталось только выбраться из дворца. Ну все вроде, да, все. Все озвучено. Спасибо большое за то, что смотрите. Особо большое спасибо за 800 подписчиков. Это довольно хорошее число. Мне на самом деле понравилось. Красивое число. Ладно, давайте, удачи, спасибо большое.